Всем привет! Меня по-прежнему зовут Вячеслав Чертов, и сегодня мы с вами приготовим меренговый рулет. Рецепт это очень простой. Займет у вас порядка, минут 30, максимум 40. Поэтому можно готовить его прямо с утра, когда вы только-только проснулись. Дети вам только спасибо скажут. Итак, что нам нужно для этого сделать? Перво-наперво нам нужно отделить белки от желтков. Сделать это можно, как я, например, разбиваем яйцо, отцеживаем, оставляем желток внутри скорлупы и белок отцеживаем в другую емкость. Можно для этого использовать пустую бутылку, когда мы разбиваем яйцо, выкладываем куда-нибудь в блюдце, пустой бутылкой подводим горлышко к яйцу и сжимаем, разжимаем, и яйцо туда втягивается желток. Либо есть специальные приспособления, выглядит как глубокая ложка с отверстиями. Куда мы разбиваем яйцо, желток, соответственно, остается, а белок проливается вниз. Берем белки, начинаем взбивать, можно воспользоваться также ручным миксером, а можно воспользоваться автоматическим. Конечно же, чем венчиком, который я сейчас назвал ручным миксером, электрическим венчиком гораздо удобнее, но если хотите натренировать руки, то можно воспользоваться и ручным венчиком. Как бы то ни было, как только начинает белок затягиваться, начинает пузыриться, мы всыпаем сахар и продолжаем взбивать уже на максимальной скорости. Когда появится уже пенообразная структура, когда начнет образовываться уже тот самый крем-безе, добавляем туда лимонный сок. Я рекомендую использовать сок натурального лимона. Это у вас пойдет порядка 1 столовой ложки. Либо половина чайной ложки уксуса. Уксус так себе, с лимоном все-таки будет вкуснее. Будет та самая хорошая кислинка, которая присуща качественным кондитерским изделиям. Если это сладкий, опять же, на основе белкового крема. И крахмал. Добавили крахмал, продолжаем дальше взбивать. У нас получается пышная кремообразная текстура, по которой можно рисовать. И взбивать мы должны до тех пор, пока рисунок не начнет оставаться. То есть мы проводим венчиком по поверхности крема, убираем венчик, а рисунок, который у нас получился, он остается на поверхности и не опадает. Все, тогда мы все взбили идеально и переходим к следующему этапу. Мы начинаем измельчать орехи. Орехи можно порубить ножом, можно рассыпать их на доску, накрыть пленкой, постучать по ним молотком. Можно использовать измельчитель, который идет в составе, идет в компании с блендером. Да, знаете, такие 3 в 1. Там, где у нас есть венчик, есть нога для измельчения и есть еще такая коробочка с ножами, куда мы все это дело всыпаем и орехи измельчаем. Степень измельчения зависит уже от вашей фантазии и от вашего рвения. Итак, взяли лист, застелили его промасленным с пергаментом, либо силиконовым ковриком. Вылили туда весь белок, посыпали тертыми орехами и отправили в духовку. Когда мы отправили нашу основу для меренгового рулета в духовку, мы начинаем заниматься кремом. Для этого мы растираем желтки с сахаром. Как только мы их до бела растерли, начинаем туда вводить сухое молоко, крахмал, тщательно все это перемешиваем и ставим на водяную баню. Почему ставим на водяную баню? По одной простой причине, что температура будет достаточная для того, чтобы схватилось яйцо и крахмал, и у нас получился крем. А если мы это будем делать на обычной кастрюле, то большая вероятность того, что у нас яйцо будет комками, крахмал у нас перейдет в ту стадию, когда он загустеет, начнет уже разрушаться.
В общем, лучше всего поставить на водяную баню. К тому же время у нас есть, полчаса запекается основа для рулета, и как раз в течение 15-20 минут у нас есть время для того, чтобы приготовить крем. Его нужно постоянно мешать, потому что он будет густеть по краям, по дну, и нужно его постоянно перемешивать. После того, как мы его перемешали, после того, как у нас крем получился, он уже получился той самой консистенции, которая нужна, мы добавляем туда подсолнечное масло. Подсолнечное масло, конечно же, размешали и убрали куда-нибудь в холодное место. В холодильник ставить не советую, потому что техника крайне негативно холодильную, если это не профессиональная техника, относится к тому, что горячие продукты мы кладем сразу в холодильник. Может прийти большой-большой белый снежный зверек к вашему холодильнику, поэтому ставим его в холодное место, например, на балкон. Ну, в крайнем случае можно оставить на плите уже на холодную конфорку, и тогда крем будет потихонечку остывать. А тем временем у нас уже подошла основа для рулета, мы ее достаем, переворачиваем на подготовленный лист пергамента, коврик силиконовый убираем и начинаем эту поверхность аккуратно смазывать получившимся кремом. Распределяем по всей поверхности и потом представляем, что мы великие сушисты, начинаем его потихонечку сворачивать. Свернули рулет, вот и все. Собственно, каких-то 30-40 минут, как я уже и сказал, а рулет у вас уже готов. Даже без какой-то предварительной подготовки, настолько блюдо элементарное, насколько оно уникально и вкусное. Я сам уже 5-й раз его готовлю, 5 дней подряд. У меня Катюшка моя уже смеется, говорит: опять рулет? Ну ладно, давай готовь. Для того, чтобы нарезать рулет, и у вас к ножу он не прилипал, советую каждый раз его перед тем, как резать, смачивать водой. Тогда нарезаться будет очень хорошо. Ну что, большое спасибо за внимание. Ставьте палец вверх, жмите кнопку подписаться, оставляйте комментарии. А вам большое спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.